Высоко в облаках, там, где великие Гималаи встречаются с небом, раскинулся мир, застывший между реальностью и мифом. Здесь, на высоте 3000 метров, воздух разрежен и напоен влагой муссонов, а кроны древних рододендронов и пихт укрыты густым ковром изумрудного мха. В этом суровом и прекрасном краю, среди отвесных скал и непроходимых бамбуковых зарослей, обитает одно из самых загадочных существ на планете. Местные жители называют его Уа-Понья или «Огоненная лиса». Мировая же наука знает его как Айлорус фулганс – блистающая кошка. Но для большинства из нас это малая панда. Когда первые лучи солнца едва пробиваются сквозь плотную завесу тумана, лес начинает оживать. Но наш герой не спешит. Малая панда – мастер сохранения энергии. Свернувшись в пушистый огненно-рыжий шар на ветке высокого дерева, она использует свой роскошный хвост как одеяло, защищающее от пронизывающего горного холода. В этом движении квинтэссенция ее жизни. Тишина, осторожность и совершенная адаптация к среде, которая кажется непригодной для жизни столь хрупкого существа. Глядя на это создание, трудно поверить, что оно является живым реликтом, прошедшим через миллионы лет эволюции практически в неизменном виде. История открытия малой панды европейцами полна иронии и научных споров. За полвека до того, как мир узнал о существовании большой черно-белой панды, французский зоолог Фредерик Кювье в 1825 году описал это существо как самое прекрасное из всех четвероногих, которых ему довелось видеть. Именно малая панда была оригинальной пандой. Само слово «панда», вероятно, происходит от непальского «нигалья-понья», что означает «пожиратель бамбука». Долгое время ученые не могли определить место этого зверя в древе жизни. Внешне она напоминает енота повадками, кошку, а диетой медведя. Ее относили то к медвежьим, то к енотовым.
И лишь современные генетические исследования поставили точку в этом споре. Малая панда настолько уникальна, что выделена в отдельное семейство Айлюридае. Она — единственный выживший представитель своей ветви, одинокий странник на эволюционном пути, чьи ближайшие родственники вымерли миллионы лет назад. Это не просто животное, это живое послание из глубокого прошлого Земли. Рассмотрим ее облик внимательнее. Огненно-рыжий мех — это не просто украшение. В лесах, где стволы деревьев покрыты красноватым мхом или шайниками, такая окраска служит идеальным камуфляжем. Брюхо и лапы, окрашенные в угольно-черный цвет, делают панду практически невидимой для хищников, смотрящих снизу вверх на фоне темных ветвей. Но настоящая магия скрыта в деталях. Лапы малой панды покрыты густой шерстью даже на подушечках. Это природные снегоступы, которые позволяют не скользить на обледенелых ветках и сохранять тепло. И, конечно, знаменитый шестой палец. Как и у большой панды, у малой развился вырост кости запястья, действующий как большой палец. Это удивительный пример конвергентной эволюции. Два совершенно разных вида развили схожий механизм, чтобы эффективно удерживать стебли бамбука. Хвост малой панды — ее гордость и важнейший инструмент. Длиной почти с само тело он служит балансиром при акробатических трюках на высоте 20 метров над землей. Малая панда — один из немногих хищников, хотя и формальных, способных спускаться с дерева головой вниз. Это возможно благодаря уникальному строению голеностопного сустава, который может поворачиваться на 180 градусов. В мире, где за каждым кустом может таиться снежный барс или куница, способность быстро и виртуозно перемещаться по вертикали — это цена выживания.
Жизнь малой панды подчинена строгому графику, продиктованному ее странной диетой. Биологически она относится к отряду хищных. Ее предки ели мясо, и ее пищеварительная система до сих пор устроена как у плотоядного животного. Короткий кишечник не приспособлен для переваривания грубой клетчатки. Однако в какой-то момент истории малая панда совершила радикальный переход. Она стала вегетарианцем. 95% ее рациона составляет бамбук. Это растение содержит крайне мало калорий, и чтобы получить необходимую энергию, панде приходится съедать до 4 килограммов бамбуковых побегов и листьев в день. Это колоссальный объем для зверька весом в 5-6 килограммов. Из-за этого панда находится в состоянии постоянного энергосбережения. Она спит до 15 часов в сутки, а все остальное время ест. Зимой, когда содержание питательных веществ в растениях падает до критического минимума, метаболизм малой панды замедляется. Она может впадать в состояние кратковременного оцепенения, снижая температуру тела, чтобы пережить морозы. Это балансирование на грани энергетического дефицита делает ее крайне уязвимой к любым изменениям в экосистеме. Исчезнет бамбук, исчезнет и панда. Малая панда – убежденный одиночка. Встречи происходят лишь в сезон размножения, который наступает в середине зимы. Общение между особями происходит на языке запахов и едва уловимых звуков. У них есть специальные железы на лапах, выделяющие секрет, который панда оставляет на тропах и ветках, маркируя границы своих владений. Это невидимая карта леса, понятная только им. Материнство для малой панды – тяжелый труд. Перед рождением детенышей
самка строит гнездо в дупле старого дерева или в расщелине скал, выстилая его мхом и листьями. Малыши рождаются крошечными, слепыми и совершенно беспомощными. В отличие от ярко-рыжих родителей, новорожденные покрыты серым мехом – это еще одна мера предосторожности, позволяющая им сливаться с тенью дупла. Первые 3 месяца жизни детеныши не покидают убежище. Мать проводит с ними почти все время, отлучаясь лишь на короткую кормежку. Это критический период. Любая тревога, любой шум могут заставить самку бросить гнездо. К середине осени подросшие панды начинают пробовать бамбук и совершать первые прогулки под присмотром матери. Они останутся с ней до следующего сезона размножения, обучаясь искусству выживания в вертикальном мире. К сожалению, история малой панды сегодня – это не только рассказ о природном совершенстве, но и хроника исчезновения. По оценкам ученых, в дикой природе осталось менее 10 тысяч особей, а по самым пессимистичным прогнозам – около 2500. Главный враг панды – не леопард и не холод, а фрагментация среды обитания. Человечество наступает на Гималаи. Вырубка лесов под пастбища и сельскохозяйственные угодья разрезает единый ареал панды на крошечные изолированные островки. Малые панды не любят пересекать открытые пространства. Для них исчезновение коридора из деревьев между 2 лесными массивами означает генетическую изоляцию. В малых популяциях начинается инбридинг, ведущий к вырождению вида. К этому добавляется проблема изменения климата. Поднимающаяся температура заставляет растения уходить выше в горы. Но горы не бесконечны. Наступает момент, когда выше расти уже невозможно, и бамбуковые леса, а вместе с ними и панды, оказываются в ловушке на вершинах, которые становятся все менее пригодными для жизни. Нельзя забывать и о браконьерстве. Несмотря на строгие запреты, на черном рынке все еще ценятся шапки из меха малой панды, которые в некоторых культурах считаются талисманами, приносящими удачу молодоженам. Иронично и трагично, символ счастья для людей становится смертным приговором для вида.
Но надежда остается. Сегодня по всему миру развернута масштабная кампания по спасению огненной лисы. В Непале, Бутане, Индии и Китае создаются национальные парки, где приоритетом является сохранение не только панд, но и всей экосистемы облачных лесов. Работа ведется не только в лесах, но и в деревнях. Экологи объясняют местным жителям, что живая панда приносит региону гораздо больше пользы, в том числе через экологический туризм, чем мертвая. Программы разведения в неволе в ведущих зоопарках мира создают своего рода генетический банк. Ученые детально изучают репродуктивную биологию и социальное поведение панд, чтобы в будущем иметь возможность реинтродукции, возвращения рожденных в зоопарках животных в дикую природу. Особое внимание уделяется бамбуковым коридорам. Волонтеры и государственные службы высаживают гектары леса, соединяя разорванные фрагменты обитания панд, давая им возможность снова встречаться, обмениваться генами и заселять новые территории. Почему мы должны заботиться о судьбе маленького рыжего зверька, скрытого в туманах Гималаев? Малая панда — это флагманский вид. Охраняя ее, мы охраняем целую экосистему, которая обеспечивает водой и чистым воздухом миллионы людей, живущих ниже по течению великих азиатских рек. Она — индикатор здоровья нашей планеты. Если в лесах Гималаев все еще слышен тихий свист малой панды, значит, природа еще способна сопротивляться натиску цивилизации. Малая панда напоминает нам о том, как удивительно устроена жизнь. Она учит нас терпению, умению ценить тишину и важности сохранения даже самого маленького звена в бесконечной цепи бытия. Мы не имеем права допустить, чтобы этот живой огонек погас в сумерках истории. Ведь с каждым исчезнувшим видом мир становится чуть более серым, чуть менее волшебным и гораздо более одиноким. Пусть
Пусть же рыжий призрак продолжает свой путь по мшистым ветвям, высоко над землей, в краю, где облака рождаются среди гор. Это его дом. И в наших силах сделать так, чтобы этот дом оставался в безопасности. Навсегда.